Это история девочки-подростка, которая осталась одна в старом доме после смерти своих родителей. Но когда появились новые соседи, произошло нечто необычное. Однажды ночью Аманда встала с постели, потому что не могла уснуть. 16-летняя девушка думала о своих родителях, погибших в автокатастрофе 6 месяцев назад. С момента их смерти она жила одна в доме, который они построили на окраине Калифорнии. Хотя все было сложно, она не хотела оказаться в сиротском приюте. Поэтому она решила найти себе работу. Однажды, прогуливаясь по городу, Аманда заметила, как у прохожего выпал из кармана большой кошелек. Девушка поняла, что в нем содержится приличная сумма денег. Однако она вернула бумажник мужчине, не задумываясь. «Большое спасибо. Я впервые встречаю кого-то с такой искренностью. Что я могу сделать, чтобы отплатить вам за вашу доброту?» — сказал мистер Робертс. Аманда объяснила ему свою ситуацию. Ее история пришлась ему по душе, и он предложил ей работу в своем ресторане. Девушка с радостью приняла его предложение и поблагодарила мужчину за предоставленную возможность. Аманда продолжала жить в своем доме, потому что это было недалеко от работы. Однако однажды ночью она заметила, что дверь соседнего дома открыта. Затем она поняла, что только что туда переехали несколько новых арендаторов. Следующим утром, прежде чем отправиться на работу, она решила навестить их. Подойдя к подъезду, Аманда обнаружила, что дверь открыта. И когда она собиралась заговорить, появилась худенькая девушка. Хотя Аманде в этот момент стало не по себе, она улыбнулась. «Привет, я твоя соседка. Я обнаружила, что дверь открыта, поэтому я пришла навестить вас», — сказала Аманда. Парень, который тоже был там, улыбнулся и сказал: «Привет, я Эндрю, а это моя младшая сестра Эмма. Также с нами живет наша мама, но она очень больна». Поговорив с ними некоторое время, Аманда попрощалась и ушла на работу. Вскоре пришло время получать свою первую зарплату. Девушка была очень взволнована, и когда вся работа в тот день закончилась, мистер Робертс дал ей конверт, полный денег. Аманда не понимала, почему сумма была больше в несколько раз, и хотела отказаться. Но мистер Робертс просто улыбнулся и сказал своим глубоким голосом: «Эй, все в порядке, просто ты напоминаешь мне мою дочь». Как только он заговорил, слезы потекли по его щекам. Оказалось, что более 2 десятилетий назад владелец ресторана немного поссорился со своей дочерью Мэри Смит, но после этого она сбежала со своим женихом. Хотя мужчина искал свою дочь, он больше никогда ее не видел. Он сильно страдал, но прошли годы, а дочь так и не вернулась. Когда Аманда услышала его печальную историю, ей стало жаль его. Закончив свою работу, Аманда поехала домой. По дороге ей в голову приходили мысли о ее новых соседях. Она понимала, что им приходится нелегко, поэтому купила им немного еды и, вернувшись домой, отправилась к ним. Эндрю и Эмма поблагодарили за еду. Благодаря ей они впервые получили здоровую пищу. В тот же вечер у Эндрю состоялся разговор с Амандой. Он рассказал ей, как он вместе со своей сестрой и матерью приехал из другого города, чтобы начать новую жизнь. Это было связано с тем, что их отец никогда не заботился о них и тратил сбережения семьи на алкогольные напитки. Из-за этого их матери приходилось выполнять много работы, чтобы ухаживать за ними. К сожалению, ей стало очень плохо. Эндрю также рассказал, что врачи сказали, что его матери нужна операция, но у них нет денег. Он мог бы устроиться на работу, но он должна заботиться о матери и своей сестре каждый день. Аманде стало жаль, и она поняла, что она не единственная, кто пережил трудные времена. На какое-то время она потеряла дар речи, а потом сказала Эндрю, что поможет его матери в ее затруднительном положении. Молодой человек не был уверен, что Аманда на это способна, но все равно поблагодарил ее. На следующее утро девушка пошла в кабинет мистера Робертса со слезами на глазах.
Она объяснила ему ситуацию с матерью своего соседа и попросила у нее кредит. Она сказала, что будет постепенно выплачивать деньги из своей зарплаты. Мужчина долго слушал ее и после короткой паузы сказал: «Я помогу этой бедной женщине, потому что я тоже мог оказаться в подобной ситуации. Вам не о чем беспокоиться. Я попрошу своего менеджера перевести деньги на счет больницы». Аманда не могла скрыть своей благодарности. Она обняла мистера Робертса, который начал плакать от ее нежности. Когда наступил вечер, Аманде не терпелось поделиться хорошей новостью с Эндрю. Однако она была ошеломлена, увидев их с грустным видом. «Маме стало очень плохо, и ее нужно отвезти в клинику», — сказала маленькая Эмма. В тот самый момент Аманда сказала: «Все в порядке, милая. Я нашла деньги на операцию. Твоя мама скоро поправится». К счастью, мистер Робертс сдержал свое слово. На следующий день он перевел деньги на счет больницы. Через несколько дней врачи провели операцию. Все прошло очень хорошо, и женщина начала выздоравливать. После успешного завершения операции молодой человек вместе с Амандой отправился в кабинет мистера Робертса, чтобы поблагодарить. Едва он вошел в кабинет старика, выражение его лица изменилось. «В чем дело, молодой человек? С тобой все в порядке?» — спросил мистер Робертс с озабоченным лицом. «Я не знаю, как вам сказать, но мне кажется, что я где-то видел вас раньше. Есть фотография, которую моя мать подарила мне перед операцией. Я должен найти ее и показать вам», — сказал Эндрю. Он пошел к себе домой, взял фотографию и показал ее старику. Когда мистер Робертс посмотрел на фотографию, его лицо побледнело, а сердце сжалось. Старик видел себя молодого рядом со своей женой в день их свадьбы. Фотография пропала в тот день, когда его дочь ушла из дома. Преодолев шок, он спросил молодого человека, как зовут его мать. «Мою маму зовут Мэри Смит», — ответил Эндрю. У Аманды вытянулось лицо от удивления, когда мистер Робертс подошел к молодому человеку и обнял его. Как вы можете себе представить, Эндрю был сбит с толку. Однако, когда он услышал печальную историю владельца ресторана, он понял, что его мать была дочерью старика. Когда сомнения наконец рассеялись, мистер Робертс навестил свою дочь в больнице. Увидев ее, он потерял дар речи. «Боже мой, милая, это действительно ты. Прошло так много времени. Я так по тебе скучал», — сквозь слезы сказал старик, обнимая свою дочь. Женщина, которая узнала своего отца, тоже начала плакать. Она взяла его за руки, и они попросили друг у друга прощения. В этот момент мистер Робертс понял, что взять Аманду на работу — это подарок судьбы. Спустя много лет она воссоединила его с дочерью и 2 внуками. Для молодой женщины ее связь с Эндрю стала сильнее, и они продолжали видеться. Через несколько лет они поженились, что очень обрадовало мистера Робертса и его дочь. На их свадьбе мистер Робертс сказал Аманде: «Кто бы мог подумать, что случайная встреча может навсегда изменить мою жизнь. Я не думаю, что это было совпадением, что мы встретились. Я думаю, так и должно было быть. Ты можешь подумать, что я сделал для тебя много хорошего, но ты сделала для меня больше, чем можешь себе представить». Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.